Коллеги, привет, с вами Атлант. Пошел у нас рост по выступлению главы ФРС США. Пауэлл выступает сейчас по времени в 20:40. Он начал, да, у нас вот 20:45, получается, вот эта свечка. Ну, вот он здесь начал выступать и пошли потихонечку вверх по Атланту. Атлант здесь заранее предупреждал, но тут был разворотный момент такой, да, было неразбериха на рынке тут. И быки продавать пытались, и тут же откупалось это все дело. То есть на этом протяжении, пока сюда шли, да, у нас ЕМС студили. В общем, и предположения какие были, да, если пойдем вниз, то у нас цели нижние были. Это опять же, если придем вниз вот в эту область, то отсюда брать шорт позиции, шорт приоритет, в эту сторону шел. И вот она трендовая идет, высота этой трендовой, максимальный рост составлял у нас 23539. Вы в прошлом видео можете посмотреть, это тоже уровень был заранее обозначенный. Первый и второй, который вот здесь у нас стоял, но это по фибе. Вот это фиба, да, от этой трендовой, которая пошла у нас здесь рисоваться. То это получается здесь накопление, как голова, да, и здесь накопление такое. Но это не голова, плечи, это вообще своеобразный паттерн какой-то получается, который можно здесь сильно вниз, да, выходили. Очень манипулятивные тоже моменты такие, видно сильно. Но по этой структуре получилось его прочитать, да, в какую сторону выход сделать, на какую высоту, и где выступление, да, прям сюда выставлял на этот момент, где у нас на 21 на 9 часов, да, высота, и вот полпути, можно сказать, чуть больше, чем половина пути мы уже прошли. И 78,6 это по уровню Фибоначчи, да, 61,8%, и 78,6. Вот у нас эта точка совпадает, соприкасается, получается, с верхней трендовой. Это предположение, да, первая точка, с которой нас могут отбить, да, ну, дойдет цена до этой области и после начнет консолидироваться или даже может случиться откат. Сейчас смотря что скажет Пауэлл. Но скорее всего сейчас первые новости. Вот, понимаете, что у нас там с долларом все не все так хорошо. Ну и под конец он скажет, но все-таки мы будем стараться укреплять и наши позиции, и все это дело, да, вот он пролив пошел, вот она трендовая, тоже мы сейчас к ней пока подходим. 50% пробили от уровня 61,8, отбились, да, это по фибе тоже, если смотреть. И фиба последнего движения вот этого роста, то если по этой фибе смотреть, то у нас район 61,8 следующий, получается, вот он у нас здесь внизу находится, на 102 пункта, так, и в общем сейчас посмотрим, как они вот 103 точку вот эту, как они будут пробивать, если пробиваются, да, у нас. Так, свечка через минуту заканчивается. В общем, сейчас будет все видно этот момент. И, соответственно, индекс относительной силы доллара, я ожидаю, что он будет разворачиваться, да, пойдет когда обратно, и, соответственно, у нас биткоин будет отсюда отталкиваться и пойдет тоже в обратном направлении. И тогда у нас получается действительно формирование вот этого большого паттерна, который я вам в прошлые разы показывал, да, вот у нас окончание набора вот этой позиции. Причем, обратите внимание,
и видно, какой перекат они делают, да, вот если издалека смотреть. То есть прям показывают, что, ребята, крепитесь, держитесь, да, скоро сделаем какой-то пролив. Спасибо, Сири. Угу. Вот пока такое предположение. Триггерные позиции поставил на шорт в эту область, и где у нас пик заканчивается, да, у нас получается на 23 на 23 500 и 23 535. Так, и по горячей карте у нас что есть? По горячей карте, обратите внимание, мы находимся в это облако Ишимоку, да, мы в красной зоне находимся. И у нас небольшой рост, всего лишь маленький росточек здесь на самом-то деле. Только почему-то он странно, рост хороший пошел. Ну-ка сейчас надо обновить. Так. Да, ну как я и говорил, да, вот этот момент, что сейчас свечка одна закончится, откроется следующая, и вот она открылась, и особого движения больше не идет такое даже, да, пришли сюда, откат небольшой. Но по-хорошему опять вот, и сейчас если не коснется этой трендовой, это прям неправильно, и это нехорошо. То есть для здорового нормального формирования мы должны прийти, коснуться верхнюю эту грань, даже если у нас не пойдет на высоту вот этого. Так, секундочку, на место верну. Давайте сделаем, чтобы более видно было. Для формирования вот этого вот момента, это мы его брали вот здесь. То есть высота этой трендовой, да, и самая нижняя часть, причем с фитилями полностью, все вот эту часть. Это рост предположительный в эту область. Ну и ближайшее, это вот эту часть можно замерить, тоже та же самая высота, но трендовая здесь гораздо ближе, ой, глубина та же, трендовая ближе. Это может... Так, сейчас, секундочку. Где у нас выход? Вот здесь же, да, тоже. Ну вот она у нас как раз с вот этой частью 23 390, 23 400. Вот две позиции, в общем, я их сейчас отсюда убираю. В общем, вот они, две позиции, откуда можно, куда я поставил триггер на покупку в шорт. Посмотрим, как оно здесь расторгуется. Лонг движения некоторые уже прикрыл, которые сюда брали по Атланту. И далее отсюда, здесь по-хорошему нужно будет опять выждать накопление и спуск вниз. Либо, либо сразу оно все это дело сюда пойдет. Но, опять же, пока мы не коснемся верхнюю вот эту грань, это манипуляция какая-то. Некрасивый, нездоровый рост. То есть есть четкая конкретная цель, да, куда мы должны прийти. И цена туда не приходит. Вот почему-то она сейчас сюда не пришла. Пытаются, обманывают, да. Такое часто бывает рынок. То есть выход сделали за 61,8, вот уровень 78,6 не коснулись. Но еще не вечер, то есть Пауэлл еще выступает. Так, что-то еще хотел сказать. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. В телеграм-канале есть выход на холодный кошелек Клевер. Торгую на бирже BingX.
через терминал TradingView. Подключиться, где вот внизу здесь торговая панель, нажимаете и подключаетесь к бирже BingX, вводите логин, пароль и торгуете прям из терминала. Это очень удобно. Синяя кнопка встать в лонг, красная встать в шорт. Да, клевер красавчик. Обратите внимание, клевер 68%, отличный ход. Про клевер я давно уже рассказывал. Это монетка кошелька. Так, сейчас, секундочку. Так, ребят, ну вот по кошельку клевер, это вот сейчас дневной таймфрейм. Тоже Атлант давал вход на разворот, то что пойдем наверх еще 14 января. По поводу клевера, когда мы сюда опускались, в эту область, вот вниз уходили, я здесь говорил, что тоже накапливайте. Это такая монета, они строят свой... Мы сейчас под зону провалились, да, где идет закупка. Они ее накапливают. Пошел этот разворот, сейчас будут предпампы различные. И самое интересное будет, когда эта монета даст иксы хорошие. Это монета КЛВ, да, монета кошелька, основанная в сети Tron, китайская сеть, да, Tron TRX. Они сначала там основали, сделали все ошибки по возможности, да, там ошибки поубирали, и потом перешли на свой собственный блокчейн КЛВ. Плюс они сделали отдельно холодные кошельки. Так. Я про нее раньше вам рассказывал, что есть такая монетка, и вот в данный момент с вот этого накопления, да, сейчас они выстрелили первые 129%, чистый выход наверх. В кошельке я ее тоже держу. Она есть в сети Tron, еще также осталась, и на своем собственном блокчейне. 69% у меня прыжок, да, по ней. Средняя. На каждом провале по чуть-чуть откупаю. Холодный кошелек они изобрели, такая маленькая. Получается та же самая, как Ledger. Типа флешка такая, подключается к компьютеру, да, там, и как ключ. Без него, ну, не сможешь отправить свои криптоактивы. Ну, либо переносить на другой кошелек, да, в другое приложение, да. То есть у тебя есть фраза восстановления, открываешь их кошелек, да, туда переносишь. Ну, а это как ключ подтверждения транзакции получается. В общем, такая интересная штука по поводу клевера. Я уже давным-давно про него говорю. И он у меня тоже в вот бирже BingX, да, как реферальная партнерская ссылка и остальные биржи. Все честно, это все с каждой биржи, с официальных бирж взятые партнерки. И клевер тоже это с их кошелька. То есть заходите, регистрируетесь, создаете свой кошелек и спокойно пользуйтесь. Прямо внутри этого кошелька есть биржа, можно торговать, можно хранить криптоактивы, это как холодный кошелек. Это не как холодный, это и есть холодный кошелек холодного хранения. Недавно у них в сети была небольшая проблема с USDT, не получалось вывод сделать. Но причем вывод, все писали, что не получалось вывод сделать. Ты вывод можешь сделать, ты его делаешь, но транзакция показано, что она сделана, но не видно, что деньги пришли. Но в тот момент, когда это все происходило, я отправлял там биткоин с этого адреса, перекидывал там другой, смотрел, работало, там Трон тоже отрабатывал. Вот, поэтому имеет место быть. В общем, еще раз, кошелек Клевер, актив КЛВ, тоже
потенциал роста у него огромный. Это мы только сейчас начинаем, да, пробивать вот эти трендовые. Вот мы здесь пробились. Это только начало получается. И ближайшие цели, где нужно будет фиксировать, это, ну, самое первое 0,06. Сейчас 2,05, понимаете, да, это большой процент, хороший большой процент. То есть даже из текущих, если сюда рост, это 1000%. Здесь у нас 1,5 или 2. Сколько? 1,5 до 1600%. В общем, обратите на это внимание. Так, что у нас еще? И еще монетка Атом. По Атому тоже говорил. Атом, ребята, накапливайте, подбирайте. Когда мы вниз сюда уходили, верхняя трендовая, мы сюда пришли. Ну, этот момент уже отработал. Дальше остальные цели наверху находят. Так, и эту трендовую пробили. Сейчас накопление, возможно, ретест этого уровня, да, и продолжение движения наверх ожидаю еще. И цели, но опять же, это если у нас все сейчас пойдет бычий рынок, хотя биткоин сильно откатывался, а атом не трогал. Он тут стоял на месте, и в него получается как был как защитный актив, да? В него перелили на сливе биткоина, и атом завис на месте вот здесь. И ну, далее сейчас нужно будет смотреть, как себя поведет остальное криптопространство. Ну и поэтому есть по уровню Фибоначчи, да, вот на этот рост, на это падение рост в район 61%, это $32. Сейчас он стоит 14. Но по поводу монетки именно КЛВ мне больше интересно, куда она уйдет. Так как у нее она более легкая, это все равно, как ни крути, молодой проект, да, вот это все рабочий. Причем у проекта есть своя биржа, своя внутренняя инфраструктура, да, у них есть свой кошелек, вот этот холодный, ну, клевер, да, вот эта коробочка. Плюс они там выходят на еще какой-то монету тут К5, да, построили. Я еще не читал про нее, не интересовался пока не до этого. То есть у них они постоянно развиваются. И это все дело связано с троном, с Китаем. В общем, держите нос по ветру, ребят, с этим моментом и с этим кошельком. Так, по биткоину. Все, приехали. Обратите внимание по облаку Ишимоку, да, пришли ровно в верхнюю точку. Зараза, 23 355. Так, а у меня цель была 23. Так, там 355. Ну-ка. Сейчас вернемся назад. И у нас 15 минутка. Ну да, не добили они до этой. Чуть-чуть еще вот, да, выходили наверх. Первая точка, вот вторая, да. Ну, в общем, не добили они до сюда. Чует, что следят и ждут. Вот просто о чем это говорит? Этот момент говорит о том, что много жителей нашей земли хотят отсюда и отсюда взять позиции. Маркетмейкер это тоже прекрасно видит, потому что у меня стоят позиции здесь на шорт, здесь, в этих областях. Конечно же, еще и здесь были открыты там заранее. Почему я говорю тоже, мы когда спуск был, да, мы еще отсюда брали позиции шортовые есть. Но дополнительно это тоже нужно открывать из вот этой проторговки. Так, ну в общем, сейчас какое будет вот это предположение, как в прошлом видео можете посмотреть, время заканчивается, было вот это накопление и потом в окно повышенной волатильности спуск вниз.
Я это предположение такое. Всем удачи.